We have been talking about impurities of the mind and how to purify that mind by conventional method. Мы говорили о загрязнениях ума и о том, как очистить ум с помощью традиционных методов. And we have understood there are three main categories. One is the impurities, second is the distraction, and third is the ignorance. Because of these three factors, we are continuously suffering in our life. И мы выяснили, что существует три группы факторов. Первая относится к загрязнениям ума, вторая к отвлечению, к блужданию ума, и третья к неведению. И из-за этих трех факторов мы постоянно страдаем. So, in the spiritual journey, both are required. We have to purify the mind on one hand, and it helps us to elevate our spiritual level. И на нашем пути требуется два подхода. Первое – это очищение ума, второе – это подъем по лестничке духовного развития. So, we have to clearly understand before I take up these conventional practices, they are little deeper. It appears as a ritual, but it has a deeper significance in our life. До тех пор, до того, как Гуруджи чуть углубится в эти традиционные методы, он хочет прояснить, что несмотря на то, что они кажутся поверхностными, как бы просто ритуалами, но на самом деле они имеют свою глубину и свою цель и влияние на нашу жизнь. So, before we enter into the higher spiritual consciousness, we need to cleanse the mind of accumulated greed, anger, ego, jealousy, which is already hidden inside and they often manifest. И до того момента, как мы войдем в более высокие, подойдем к более высоким уровням осознанности, нам необходимо очистить наш ум от жадности, от гнева, от эго, от зависти, которые спрятаны глубоко внутри нас. And it works in two ways. The first, it helps you to have a better personal, professional, social, and the family life. So then you are free from all the obligations outside, and then you can devote more of your time in the spiritual level. И это работает так, что, во-первых, оно позволяет нам улучшить нашу личную жизнь, жизнь в обществе, на работе, с семьей, так, чтобы мы почувствовали, что у нас нет больше такого большого количества внешних обязательств, и мы можем время, освободившееся, посвятить духовному развитию. So all these six conventional methods bring a balance between the external life and the internal life. Those people who believe that the spirituality is different from the material life, they are wrong. Nothing happens to them. И эти 6 традиционных методов, они помогают нам сбалансировать нашу внешнюю и внутреннюю жизнь. А те люди, которые думают, что материальная жизнь и духовная как-то кардинально отличаются, они заблуждаются, и с ними никаких изменений не происходит. So if you have any doubt about the impurities of the mind, you have to go back to the previous lessons, understand it clearly, and then see how each lesson is connected. Если у нас возникают где-то сомнения по поводу загрязнений ума, то нам необходимо вернуться к
к предыдущим лекциям, занятиям, прослушать их и заметить, как каждое занятие говорит, относится к загрязнениям ума. So, with a greater purity of the mind, we understand that the outer material life and the inner spiritual life are not separate. They complement each other. И с очищением нашего ума мы понимаем все лучше и лучше, что внешняя и внутренняя жизнь, они не отличаются друг от друга кардинально, они дополняют одна другую. And the second benefit of doing these 6 practices, conventional purification practices, that it builds a mental discipline which we have been missing in our life. Второе преимущество этих традиционных практик заключается в том, что они помогают нам дисциплинировать наш ум на ментальном уровне. Это та дисциплина, которой нам не хватает. And then it promotes the selfless service attitude in our mind. И также они помогают нам подготовить, развить в себе такое неэгоистичное отношение к служению в нашей жизни. Again, we will understand what is selfish service. Selfish service is guided by the impurities of the mind. We have already discussed selfish service means that I'm working, thinking, and speaking out of attachment and detachment, out of the ego, out of craving, out of obsession. Мы уже говорили о том, что есть эгоистичное служение, которое основывается на наших загрязнениях ума и также на наших привязанностях, на нашем эго, на страстных желаниях и так далее. So another benefit that comes by these 6 conventional practices, that now you start thinking, speaking, and acting out of detachment, out of dispassion. И еще одно преимущество этих практик заключается в том, что традиционных практик заключается в том, что теперь мы начинаем думать, говорить и действовать, исходя из непривязанности, исходя из бесстрастия. And the result is that you have an inner strength at the mental and the emotional level. А результатом является то, что у нас появляется внутренняя сила на ментальном и эмоциональном уровне. And then we have a clarity in every situation how to think, speak, and act in our daily life. И затем у нас появляется ясность во всех ситуациях в течение дня, в повседневной жизни, о том, как правильно думать, говорить и действовать. In the absence of these qualities in the mind, our mind continues to behave like a monkey mind, like a sheep mind, with cognitive biases, with rationalizing and asking unnecessary questions which has no meaning at all. Без этих свойств ума наш ум будет продолжать действовать подобно обезьяне или подобно овце, со всеми его предубеждениями, оправданиями и также будет задавать массу ненужных вопросов.
So understand clearly that I am living a life of awareness, a little higher awareness, where I don't allow the monkey mind, the sheep mind, and over rationalization, a cognitive biases in my daily outer living that has a deeper impact inside my head. Нам нужно понять, что эта жизнь в осознанности, она заключается в том, что я не позволяю своему уму вести себя как обезьяна или овца, постоянно оправдываясь, используя свои предубеждения, и это имеет более глубокое влияние на мою жизнь. If you study Buddha, the Eightfold Noble Path, we have a right knowledge, we have a right thought, we have a right speech, and right action. It is not so easy to understand it, and that is why I'm talking about this. Если мы вспомним Будду с восьмеричным благородным путем, то там у нас есть правильное знание, правильные мысли, правильная речь и правильные действия. Так сложно понять, о чем он говорит, и поэтому Гуру это объясняет на таких примерах. So the spiritual awakening to the spiritual consciousness or awakening to the real self is one of the toughest journey. And to make it simple, we have to purify the mind. Этот путь пробуждения к истинному «Я» является одним из наиболее сложных. И для того, чтобы упростить его, нам нужно очищать свой ум. Monkey mind, jumping randomly from one thought to the other. There is a difficulty in focusing. There is a constant mental chatter. In that state of the mind, we cannot awaken to the higher consciousness. Если наш ум подобен обезьяньему уму, то тогда он будет постоянно прыгать с одного объекта на другой, не сможет сфокусироваться, ум постоянно будет болтать с самим собой. Then there is another problem of the mind which has got the sheep mentality. Yes, I close my eyes and focus on the breath, but I don't know why I focus on the breath. If someone asks you, then you say, oh yes, because Buddhism teaches this. No, I must know the detail. I must find out the reason and the cause. If not, I move with the sheep mentality. That is not going to help us. Также есть и второй тип ума, он подобен уму овцы, когда человек, например, садится, закрывает глаза, начинает выполнять какую-то практику. Если его спросить, а зачем он ее выполняет, он скажет, да, вот потому что в буддизме так нас учат такую практику выполнять. Но это неправильный подход. Я должен обязательно понять и докопаться до сути, почему и зачем эта практика выполняется, с какой целью и какая причина. So you don't go by the sheep mentality, teacher. You ask the teacher with the humility, why I should focus on the breath, why not other parts of the body, and what will happen. It's a pure reasoning with a cause and effect is required to get rid of this sheep mentality. И для того, чтобы побороться с таким умом, который подобен уму овцы, я должен со всей скромностью задать учителю вопрос, а для чего мне, например, сосредотачиваться на дыхании, а не на какой-то другой части тела. And then we have a problem of cognitive biases. With these cognitive biases, we cannot enter into the higher spiritual consciousness. Затем у нас есть проблема предубеждений. С этими предубеждениями мы не сможем встать на путь более высокой духовности. Do you want an example of this?
Хотите, Гуруджи пример приведет? So if you see any beard guy with a long beard with a little black and hair, and no, you look like Osama bin Laden. Если мы увидим мужчину с бородой, и частично борода будет седой, а частично черной, то мы сразу скажем, вот этот человек выглядит как Усама бен Ладен. But come on, I am a teacher of Eastern wisdom. Но в данном случае Гуруджи о себе говорит, и он-то ведь учитель восточной мудрости. So that is known as the cognitive bias. Вот что он имеет в виду, когда он говорит о предубеждении. You have created an image about your husband, wife, mother, son, friend, and the moment you meet them, your mind starts working out of the preconceived understanding and the opinion. That is also a cognitive bias. If I don't clear this mind from this bias, no spiritual elevation or development will take place. У нас есть какое-то представление о своих родственниках, о жене, муже, детях и так далее. И когда мы с ними рядом находимся, то мы начинаем действовать, исходя из этого их образа, который у нас сложился в нашем уме, и исходя из этих предубеждений. И если мы не очистим свой ум от этих предубеждений, то мы не сможем дальше двигаться. Then we have a stressed mind. What happens? Something happened outside and you are not able to relax. Your mind is constantly racing. It is constantly thinking of envy, hatred, and the jealousy. In that state, that is impure mind. No progress can be made. Затем у нас может быть такой ум, который находится в стрессе, что-то там во внешнем мире случилось, и уже мы не можем расслабиться, он постоянно куда-то бежит, спешит, он думает о своем гневе, о врагах, о прочих вещах внешних, и это нам мешает тоже на духовном пути. You see, in case of a monkey mind, what happens to my life, there is not only a lack of concentration, I leave many tasks incomplete, and then I have a mental fatigue. Когда мы говорим о обезьяньем уме, то здесь речь идет не только о том, что нам недостаточно концентрации, но также и то, что у нас возникает усталость, умственная усталость. I want to add one more thing. There is a money mind. One is a monkey mind, and I have a money mind. So then that can lead to unethical behavior, greed, lack of fulfillment. That is also a great impurity of the mind. Гуруджи тут может добавить еще одно состояние, особенность ума, это ум, ориентированный на деньги. И такой ум, он приводит к излишней жадности, к отсутствию удовлетворения, он тоже может стать препятствием. And what about what the sheep mind does? It promotes ignorance to your friend, to your relations in the society. It is very harmful. А ум, подобный овце, он продвигает неведение окружению, семье, друзьям, и это очень опасно. Someone doesn't agree with you. You fought with that guy, and then you start promoting, oh, no, that guy is very crazy. Don't talk to him. Кто-то с вами не согласился, вы поссорились с этим человеком, и затем вы всем рассказываете, что этот человек, он плохой, безумный, не имеете с ним ничего общего. And you might have heard, we all sometimes talk, oh, this guy is narrow-mindedness. That is what the cognitive biases is. So when we are narrow-minded, we are not open-minded
the spiritual development cannot take place. И также еще иногда мы говорим о том, что человек узко мыслит, и это тоже то, что относится к предубеждениям. Когда человек не открыт, когда он мыслит узко, и это тоже препятствие. And then comes, we rationalize without any cause and effect. So what happens? Then we have lack of accountability. We are unable to reflect what I am doing. There is a sense of mental blindness. И также мы можем оправдывать какие-то вещи, не беря во внимание причинно-следственные связи. И это приводит к умственной слепоте. We're trying to understand that how that impurity of the mind affects in our daily life, in daily thought, daily speech, daily action, and further we continue to accumulate the impurities that changes our behavior and attitude, and then we start thinking, oh, can I have the meditation to awaken to the real self? Not possible. Мы пытаемся понять, как эти загрязнения ума влияют на нашу повседневную жизнь, как они накапливаются и увеличиваются, и продолжают свое влияние. И затем мы спрашиваем, а можно ли нам какую-то быструю медитацию, чтобы достичь просветления? Это невозможно. We have to prepare the mind, which can have a tremendous focus, which has a penetrating insight, which is open-minded, which works with the cause and effect relationship, and ultimately I have to be honest to myself. Нам нужно подготовить такой ум в себе, вырастить такой ум, который будет максимально сосредоточенным, который сможет максимально глубоко проникать в суть, который будет открыт, который будет следовать и исследовать причинно-следственные связи, который будет честен с самим собой. So once we have prepared the mind to that level, then only we can understand the spiritual life. И только когда мы сможем довести наш ум до такого уровня, когда мы сможем понять духовную жизнь. So the first conventional method of purification is known as the yajna, literally translated as sacrifice. Итак, первый традиционный метод очищения ума называется яджна, и если брать дословный перевод, то это он означает жертвоприношение. Further understanding is that my mind is always prepared to connect, to contribute, and to celebrate in every situation. С более глубокое понимание, мой ум всегда готов к тому, чтобы соединять, к тому, чтобы привносить что-то и чтобы праздновать. No worries, I'm just giving a brief introduction, and gradually we will go deeper into it. We will see that what practices we need to do it, how we have to bring a change in our attitude while performing these 6 conventional methods of purification. Гуру сейчас обзорную информацию дает, а затем мы более глубоко каждый из этих методов рассмотрим, посмотрим, какие практики нам нужно выполнять для того, чтобы привнести изменения в наши отношения и поведение.
Second method is known as normally, commonly understood as dana or the charity. Второй метод называется дана, означает благотворительность. So there is a physical charity, there is a mental charity, there is an emotional charity, there is a charity of the knowledge. И благотворительность на уровне физическом, на ментальном, на эмоциональном и на уровне знаний. And how it is going to purify the mind, we have to understand it. Нам нужно разобраться, каким же образом это поможет нам очистить ум. So I offer this knowledge to you all as if it has come from my master and I am passing on to you. So that becomes the charity of the knowledge. Гуруджи с нами делится знанием, которое к нему пришло от его учителя, и это в данном случае благотворительность на уровне знаний. So the inner attitude is very important. Но внутреннее отношение чрезвычайно важно. And if my attitude in the mind is that I have a big ego because I know the subject and that is why I'm passing on this knowledge to you. So that is against the charity. Если мое отношение будет таким, что у меня большое эго из-за того, что я очень хорошо знаю предмет, который я преподаю, то это не будет благотворительностью. Наоборот, это даже против благотворительности. You care the members of your family, keeping aside your attachment and detachment is also a form of charity. Когда мы заботимся о членах нашей семьи, отбросив все привязанности и непривязанности, то это тоже форма благотворительности. And you fight with them, that goes against the charity. А если вы начинаете ссориться с ними, то тогда это как бы благотворительность со знаком минус. So the entire, all these practices helps you at the mental and the emotional level. Так, все эти практики нам помогают на ментальном, умственном и на эмоциональном уровне. The third is known as the tapa, which is easily translated as a self-discipline. Третья группа практик известна под именем тапасия, и как перевод самый простой – это самодисциплина. So self-discipline at the physical level, at the mental level, at the vocal level is required. Необходима самодисциплина на физическом уровне, на ментальном и на уровне речи. So it demands a voluntary discipline and a strict discipline in my life at the physical, mental, and the emotional level. Она требует строгой дисциплины, которую я как бы сам без принуждения по собственному желанию практикую на физическом, ментальном и эмоциональном уровне. I'm just briefly explaining, so don't get upset. I will explain it in detail. What it is, why it is necessary, how it helps the mind and the emotion, how it changes our behavior and attitude, and what is the result. I'll explain all those aspects. Не переживайте, сейчас Гуруджи очень быстро проходится по этим методам, а чуть позже он детально каждый из них пояснит, что собой представляет каждый метод, как он помогает нашему уму и для чего он служит.
это расскажет. Then another conventional method is known as the japa, repetition of a particular mantra. But if I don't repeat the mantra internally with clear understanding, it becomes a habitual practice and it is not going to bring any result. Затем следующая группа практик джапа, она сводится к повторению какой-либо мантре, но если я внутри себя в уме буду повторять какую-то мантру просто механически, не понимая ее значения, то тогда никакого результата она не принесет. And then another conventional method is known as to take a small resolve in your life every day so that it changes the attitude of the mind. Еще один метод, он говорит о том, что нам необходимо небольшие обещания себе давать в повседневной жизни. Это помогает нам менять отношение нашего ума. And the last one is known as the tirtha. Literally, it is known as pilgrimage. But if we try to understand it, you keep an image of any teacher or a Buddha or any Jesus or any person, and then you emotionally and mentally connect to it. Why you want to connect to it? So that your mind starts moving in a positive direction. И последняя группа методов, известная как паломничество, но если мы поясним, что это означает, это сводится к тому, что мы визуализируем какой-то образ какого-то божества, Будды, Иисуса, иного, и мы на эмоциональном и на умственном уровне как бы присоединяемся к нему. Why that image is required and why we should move mentally and emotionally, whether it's a Jesus or Buddha or any teacher or any higher ideal. Для чего нам на эмоциональном и ментальном уровне подключаться к этому образу, будь то Иисус или Будда или любой другой учитель? You go outside, you reacted to someone with an anger. Now you have an image of that person is constantly repeating in your mind. And you stop talking unnecessarily. And you think that you are practicing meditation. That is not going to help you. Вы, например, с кем-то поссорились во внешнем мире, и теперь ваш ум постоянно визуализирует картинку этого человека, вы больше не хотите с ним общаться, в этом нет никакого смысла, и в этом нет необходимости, это вам никак не поможет. So you see that we need an overall change in the attitude of the mind before we can enter into the spiritual journey. Итак, мы видим, что перед тем, как мы подойдем к духовному путешествию, нам необходима переделка нашего ума на глобальном уровне, полное изменение нашего ума. We have to deny the impurity in our mind deliberately. Нам нужно целенаправленно отрицать загрязнение ума, избавляться от загрязнения ума в нашем уме. At your home, you're talking to your honey and your mind is agitated. So you deny that agitation deliberately. You hold it. You say, no way. I have to evolve and I have to improve. Then only mind gets the inner strength. Sorry, Guruji, if I am agitated or my... Yes. If I'm agitated, so now my agitation is going to be expressed, but before getting it expressed, I am denying it deliberately. Если, например, в семье мой ум чувствует какое-то раздражение по отношению к членам моей семьи, то прежде чем выразить это
раздражение, я должен осознать его и отрицать его, то есть задержать его. So if I don't deny it, so what happens? My mind is full of anger. I can write a whole book of 500 pages abusing, blaming, complaining reaction against those people. А что будет, если я не буду отрицать? Тогда мой ум будет полон гнева, и я смогу написать книгу на 500 страниц о том, насколько плохие эти люди, в деталях расписать все их негативные качества. I'm just explaining the subtler parts of this journey. Гуруджи рассказывает о таких тонких моментах этого пути. So after listening to today's talk, you have to sit down and you have to ask your mind how many people you have to settle a score. You have already written a book at the deeper level. You have to get rid of it. Вот после сегодняшнего занятия нам нужно сесть и подумать, сколько у нас есть таких людей, с которыми мы хотим свести счеты. Если такие есть, это значит, что мы уже написали, у себя в уме написали эту книгу большую о всех недостатках этих людей. And if you think that with those impurities present in the mind, you are elevated, you are absorbed into meditation, you are making a joke to yourself. Если кто-то думает, что с такими загрязнениями ума мы куда-то там поднимаемся, в каких-то там медитациях куда-то идем, то мы просто себя обманываем. So what is happening when you are denying these hesitation deliberately? Your mind, you are working on your mind to get rid of the attachment and aversion. Что происходит, если мы намеренно отрицаем эти раздражения в нашем уме, мы начинаем управлять нашим умом для того, чтобы избавиться от привязанности и неприязни. So with that change in the attitude inside the head, what happens? Your thought process, your speech, your action also undergoes a tremendous change in your life. И что тогда происходит, когда у нас возникают такие изменения в отношении в уме, то тогда также наше поведение, наше выражение в действии, которое выражается в действиях, в речи, оно также меняется. Then you are naturally prepared for meditation. When I say you close your eyes are closed. When I say you be comfortable, you become comfortable. I need not to explain anything. It is happening because of the impurity of the mind. И тогда что происходит? Мы естественным образом уже готовы к медитации. Когда Гуруджи говорит «закройте глаза», мы закрываем глаза. Когда Гуруджи говорит «чувствуйте себя удобно», мы уже чувствуем себя удобно, и нет необходимости объяснять каждый шаг и как его выполнять. Необходимость в этих объяснениях и проблемы с этими шагами возникают только если ум загрязнен. So you see that consciously, deliberately, you deny the impurities like hesitation, blame, and the reaction into your mind. What happens? It builds the endurance. We need that level of endurance to enter into the spiritual consciousness. Если мы упорно и осознанно отрицаем все эти волнения в уме, обвинения, реакции, то тогда к чему это приводит? Приводит к тому, что в уме возрастает выносливость. И эта выносливость нам необходима на духовном пути. So when you deny in the beginning, you may have lot of challenges. Your mind will be little more frustrated. But if you repeat it a couple of times,
your mind will calm down and it will get the benefit. I did not reacted, and so I can continue even my relationship with everyone. It is better to continue the relationship rather than breaking the relationship because of your reaction, blame, and complaint. И на первых порах, если мы будем отрицать эти наши негативные побуждения, то наш ум может быть немного расстроен, но в конце концов он поймет преимущества и выгоды, которые он получит от этого. И потому что, например, не прореагировав, я смогу сохранить какие-то отношения, а сохранить отношения всегда лучше, чем их разрушить. Again, I'm requesting you have to go to the previous lesson and then listen to this, relate today's lesson with the previous lessons. Otherwise, the mind is not going to change. И Гуру снова нас очень просит, чтобы мы обратились к предыдущим занятиям и связали все то, что мы услышали там, с сегодняшним занятием, потому что если мы этого не будем делать, наш ум не будет меняться. So what happens? We start experiencing there is a sense of selfless attitude. So what happens with that? My attitude of selfishness, the greed, and the senses indulgence minimizes. Что мы будем в итоге чувствовать? То, что наше отношение сместится от эгоизма к меньшему, к отсутствию эгоизма. Sorry, Guruji, the second part, the indulgence and... Yes, sensory indulgence and what I said. And a kind of self-mastery comes over the mind. И у нас будет возникать такая способность управления, мы сами своим умом сможем управлять. I can bet you before entering into the higher spiritual consciousness, you find your personal, professional, social, and the family life is very calm, poised, focused, self-controlled, devoted. И перед тем, как мы подойдем к более высокому уровню осознанности, мы увидим, что наша внешняя жизнь на личном уровне, на уровне в семье, на работе, в обществе, она будет полна покоя, баланса, сосредоточенности. So I have yet to explain about these 6 conventional methods of purification, but just I'm talking about the benefit and the importance of it in our spiritual life. Гуру же еще не объяснял нам в деталях эти 6 методов очищения ума, но сейчас он говорит о преимуществах и о важности методов в нашей повседневной жизни. By these conventional methods, we have started training the mind consciously and disciplining the mind. И с помощью этих традиционных методов мы осознанно начинаем тренировать, обучать наш ум. First time we will realize that how much dirt is there inside the mind. Otherwise, people say, how good I am. И впервые мы тогда узнаем, как много загрязнений в нашем уме. И мы удивимся, поскольку обычно мы верим тому, что люди нам говорят о нас, какие мы хорошие. Then what happens? That mind becomes receptive enough and it can easily connect to the higher consciousness. Что затем произойдет? Наш ум станет достаточно восприимчивым для того, чтобы подсоединиться к более высокому сознанию.
And then what happens? The time comes, your mind counters instantly the idea of selfishness. So when it counters the idea of his selfishness, then there is no reaction against anyone. You just withdraw yourself from that situation and you still continue to have a relationship. И затем произойдет такое, что наш ум естественным образом будет отвергать саму идею эгоизма. И тогда просто не будут возникать реакции в повседневной жизни, если возникнет какая-то ситуация, в которой в обычном состоянии я бы прореагировал, то я просто отстранюсь, и это поможет мне сохранить эти отношения. See, before the purity of the mind, the greed was a matter of sensual pleasure. But after the purity of the mind, that greed has become an obstacle. You can recognize it, you can pacify it, you can drop it. И вот если взять, например, такое качество, как жадность, то до того, как мы очистили свой ум, эта жадность, она была одним из элементов чувственного наслаждения. А теперь, после того, как ум очищен, я воспринимаю жадность как препятствие. Я могу ее усмирить, я могу от нее избавиться. Before purity, ego was a helper. After the purity of the mind, now ego has become a barrier. До того, как я очистил свой ум, мое эго было помощником, а теперь эго превратилось в препятствие после того, как ум очищен. That is why even the Buddha says, out of the Eightfold Noble Path, the seventh path is mindfulness or meditation. The first six are the preparatory practices. Поэтому, когда Будда говорит о восьмеричном благородном пути, то седьмой шаг, там медитация или осознанность, практика осознанности, а первые 6 шагов – это подготовительные шаги. So that is why I collected mainly the 6 conventional practices to explain you. It's at the physical dimension, the mental dimension, the emotional dimension. I'm going to explain so that you understand when you apply, you live happy life, and then you are ready for a spiritual life. Поэтому Гуруджи отобрал эти 6 групп практик, и он расскажет о физическом аспекте, о ментальном аспекте, о эмоциональном аспекте этих практик для того, чтобы мы смогли их применить, для того, чтобы наша жизнь стала счастливой, и мы смогли начать духовный путь. First conventional method, which I said, it is known as the yajna or a sacrifice, but I simplified it to connect, to contribute, and to celebrate. Первая по практике, известная как яджна, Гуруджи уже здесь использовал 3 слова в пояснении этой группы практик: соединять, привносить и праздновать. How you connect to your relations, how you contribute to your relations and friends. I'm talking of the human beings. How you connect, contribute to the non-living things so that you become more sensitive, receptive. How you connect to these 5 elements,
how you connect to the sun and the moon, that opens up your mind, expands your mind. Каким образом мы соединяемся с нашими родными, близкими, что мы привносим в их жизнь, как мы соединяемся с неживой природой, с 5 элементами, чтобы стать более чувственными и иметь больший уровень принятия. Now, how can I connect to the sun? Каким образом я могу подключиться к Солнцу? Okay, let the sun disconnect with you. Ну, тогда пусть Солнце от вас отключится. We are gone, we die. Тогда мы умрем. We have become so much insensitive in the modern lifestyle. And that is why we have such a great pollution. I don't want to deviate the topic. Мы в нашей повседневной жизни стали настолько нечувствительными, и это привносит огромный массив загрязнений. Но Гуру же не хочет отвлекаться от основной темы. Does the sun has any role in the existence of me? Играет ли Солнце какую-то роль в моем существовании? So when I have an answer to this, that without sun I cannot exist, I started connecting to the sun, even by thinking. И если я начну размышлять, что без Солнца я не могу существовать, то тогда я начинаю подключаться к Солнцу, даже не раздумывая над тем, как я это делаю. Otherwise, what happens? My mind is already engaged in the egoistic thinking, blame and complain. А в противном случае, что происходит? Ум занят своими эгоистичными мыслями о жалобах и обвинениях. Well, the science is thinking about that without water we cannot have life. Вот наука утверждает, что без воды жизнь невозможна. Not only without water, without air, without space, without this earth, without the fire, we cannot have any existence of the life. They are lopsided. We have embraced everything. Не только без воды, но также и без воздуха, без пространства, без этой земли, без огня. Все это необходимо для жизни, мы все это принимаем как должное. So instead of getting connected to the sun, oh, there is no sun today, there's too much of cloud today, I feel as, too much selfish with anything and everything in our life. Вместо того, чтобы включаться к Солнцу, соединяться с Солнцем, мы говорим, вот сегодня погода пасмурная, Солнца нету, и в этом столько эгоизма. Are you understanding that? Понимаем ли мы это? I cannot say a single word if there is no space. Here, there is no air. My larynx, my lungs are working because of that air. Если бы не было этого пространства, окружающего нас, если бы не было этого воздуха, то я бы не смог сказать ни одного слова, и мои бы легкие просто не работали. I fight with my parents because, oh, you did not help me. Come on, before, even when we were born, our parents might have squeezed our neck. We never think of that contribution of the parents.
parents may have pleased our neck. Our neck, and we cannot ask the question. We cannot complain to the parents. Okay. Ну, сейчас мы ссоримся с нашими родителями, но мы забываем о том, что родители могли просто в какой-то момент сжать наше горло, и мы бы уже ни с кем никогда не ссорились. And after 15-20 years, we claim that I have become mature, and my mom is so crazy, and I'm very intelligent, really. А спустя какое-то время, когда мы уже повзрослели, мы утверждаем, что наши родители безумцы, а вот мы такие умные. You speak anything, we understand from which center of the mind you are speaking. We never tell you. And we try to pacify you, we give you some other practices to calm you down. But we understand which particular center of the mind you are speaking to me. Когда мы что-то говорим учителю, то учитель сразу понимает, из какого центра ума мы говорим, и тогда учитель пытается нас успокоить, пытается нам дать какие-то практики, но он всегда понимает, исходя из каких предпосылок мы говорим. But you have to speak your mind. If you don't speak your mind, how could the teacher can help you? Но мы должны говорить, используя свой ум. Если мы не будем ничего говорить, то как же учитель узнает, чем нам помочь? We are thankless of the food that is offered to us on the table because of our craving and obsession for the food that we like. Мы не благодарим за ту еду, которая нам доступна на наших столах, из-за того, что мы жаждем какую-то иную еду. We are thankless to our parents, we are thankless to the nature, we are thankless. Even take an example of the scavenger animal. Do you know who is that scavenger animal? The one who eats the dead bodies. Мы не благодарим, мы неблагодарны по отношению к природе, по отношению к нашим родителям. The vultures do not eat the dead. We will have 100 viruses on the earth, which should have killed us hundreds of times. There is no trace of the humanity. Sorry, Girish, I didn't understand this. Even if these vultures, which are scavengers, if they do not eat and finish up the dead body, we should have more than 100 viruses, which should have killed the humanity much before the COVID virus. Okay. Если бы не было вот этих птиц, которые, ну не только птиц, животных, которые подъедают мертвых, то тогда на Земле могли бы развиться миллионы различных смертельных вирусов, которые бы много раз до ковида поубивали бы человечество. This vulture is, throw it out, kill the vulture. That is where Buddha non-violence comes. Но мы говорим, что вот это стервятник, его нужно убить, он бесполезный. И вот здесь вот почему Будда говорит о ненасилии. Are you understanding? Все понимают? So we are going deeply into this journey of every master has explained the same principles little bit differently. So I gave you a modern perspective of it.
каждый учитель объяснял эти принципы, но немножко по-своему, а Гуруджи их объясняет через призму нашей современности, нашей современной жизни. So I'm just briefly explain you the first conventional method of purification of the mind, which is yasna. To simplify, it means how to connect emotionally, mentally. You need not to catch the vulture and pet them. But can I connect myself emotionally and mentally? Yes, he is contributing to my life. Итак, Гуруджи нам рассказал о первом традиционном методе очищения ума, яджна, и здесь он раскрыл, как нам подключаться, соединяться с этим миром, и привел пример стервятника, которого нам не нужно его там словить и ласкать, ухаживать за ним. Нам достаточно просто понять, какую роль он играет и как это отражается на моей собственной жизни. Thank you for listening. Think of it, contemplate, continue the practice. We'll meet again. Всем спасибо, думаем об этом, размышляем, продолжаем практиковать, и мы встретимся снова.